Icy Genius. Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре поговорим об очень интересных динамических наушниках от компании Tanzu в коллаборации с Deton Ray и стоимостью $49. И приходят они в очень приятно оформленной коробке. В этом плане Tanzu, как всегда, на шаг впереди. И здесь есть два логотипа сразу двух компаний и название этой модели Yuhuan-G. Необычно звучит, да? Ну а уже сзади указаны здесь технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм, чувствительность составляет 104,5 дБ, и они получили довольно редкое сопротивление 15,6 Ом. Теперь давайте рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Хороший кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Довольно необычный небольшой фирменный чехол Tanzu. Набор стандартных силиконовых амбушюр и фирменных амбушюр Tanzu Sankai. Наушники выполнены из металла и, как по мне, смотрятся крайне уникально. Они имеют полуоткрытую конструкцию с золотистой решеткой, которую можно здесь увидеть сквозь прорези, наверное, в форме лепестка, а на левом наушнике есть надпись Deton Ray, а на правом Tanzu. Тут располагается стандартный разъем 2 пин для подключения комплектного кабеля, а на внутренней части корпуса находится небольшая маркировка канала, правый и, соответственно, левый, и небольшое отверстие для компенсации, конечно, тут тоже есть. А вот звуковод тут тоже металлический у них и окрашен в золотистый цвет. И он имеет неплохо выделенный бортик для лучшей фиксации амбушюр и защитный черный фильтр. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат динамические наушники Tanzu Yuhuan-G. Вот так выглядит график частотной характеристики, и эти наушники имеют 9 дБ усиления низких частот с небольшим ослаблением в области мидбаса. И лично меня радует, что серединку здесь нам не стали проваливать и наоборот, даже оставили ту самую сохраненную полновесность в области нижней середины, не делая звучание здесь легким и отдаленным по восприятию за счет слегка добавочной теплоты и веса в этом диапазоне. А вот область верхней середины здесь имеет смещенный пик, который приходится на 2,5 кГц, что нормально. И точно такую же картину мы с вами видели уже в предыдущем обзоре. А вот высокие частоты здесь имеют знакомый нам всем спад после 15 кГц, что, впрочем, и не удивительно. Все-таки это вам не какие-то топовые гибридные наушники, а бюджетные динамические наушники, и ожидать другого результата здесь не приходится. Это абсолютно нормальный результат, и про это я уже не раз говорил в других обзорах. Теперь же давайте разберем звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в этих наушниках демонстрируют отличный контроль и проработанность, а бас присутствует, но, как и ожидалось, не стремится излишне доминировать, как это часто бывает в наушниках для басхедов. Вместо этого он акцентирует внимание на создании естественного ощущения глубины, при этом не становясь излишне навязчивым. Он просто прекрасно поддерживает общую звуковую сцену, добавляя ей необходимого объема и основательности. А вот мидбас выражен достаточно ровно и аккуратно, сохраняя при этом хорошую текстурность и плотность, и его, так скажем, исполнение получилось достаточно универсальным, чтобы отлично подходить для большинства музыкальных жанров, так как ударные партии передаются с точностью и хорошей энергией, в которых четко ощущается и вес, и динамика, а бас-гитара звучит очень естественно и телесно, и ее послезвучие аккуратно здесь контролируется, не создавая ощущения гулкости или странного излишнего раздувания. Ну и, конечно, также радует, что низкие частоты в этих наушниках обладают хорошей скоростью атаки, что делает их хорошо подходящими для композиций с быстрым ритмичным темпом и сложными басовыми партиями, сохраняя при этом и музыкальность, и способность подчеркнуть эмоции даже в более спокойных треках. А вот средние частоты — это область, где эти наушники раскрывают свои буквально лучшие качества, предлагая детализированное и сбалансированное звучание. Этот диапазон звучит тембрально очень натурально и достаточно достоверно, с акцентом на хорошее и действительно показательное разрешение, и заметную выразительность и добавочную энергию за счет вот этого небольшого акцента на 2,5 кГц.
кГц, а вокальные партии, как мужские, так и женские, звучат с хорошей телесностью и присутствием, не теряясь на фоне инструментов. И как раз это создает ощущение, будто вокалист находится вот прямо перед вами, добавляя исполнению большей реалистичности в подаче. А инструменты в среднем диапазоне передаются с точной текстурой и глубиной, гитары звучат с приятной и с такой даже слегка хрустящей выделенной атакой, а пианино и струнные инструменты передают даже очень легкие оттенки резонанса, делая звучание на выходе более живым. И также отмечу, что средние частоты в этих наушниках демонстрируют отличную способность справляться с переходными процессами, не допуская здесь размытости или, так скажем, кашеобразности при воспроизведении насыщенных и многослойных быстрых композиций. При этом тональный баланс здесь сохраняется на удивление очень точным. Верхняя середина выделена достаточно заметно, но отмечу, что не излишне, чтобы как раз очень точно добавить необходимой энергии и прозрачности, но без резкости или излишней яркости, что, на мой взгляд, очень важно. И благодаря такой подаче средний диапазон в этих наушниках подходит для самых разных жанров, от джаза и классики до рока и электроники. Звучание средних частот остается уверенно выразительным и насыщенным, поддерживая как эмоциональную составляющую треков, так и их техническую очень хорошую реализацию. А вот высокие частоты в этих наушниках демонстрируют хорошую собранность звучания, чистоту и достаточную прозрачность с техничностью, что буквально сразу выделяет эти наушники в своем классе. Конечно, не до уровня топовых гибридов, но тем не менее мне нравится, что верхний диапазон здесь подчеркнут аккуратно, и при этом он достаточно детализирован, чтобы раскрыть самые мельчайшие нюансы записи, но при этом он отлично избегает излишней вот этой неприятной резкости или сибилянтов, которые могли бы сделать звучание очень утомительным и излишне перенасыщенным какой-либо добавочной яркостью, так как самые дальние высокие частоты после 15 кГц нам уже прибрали. Ну и в целом прошу заметить, что высокие частоты в этих наушниках остаются на очень точно выдержанной вот этой грани музыкальности и естественности звучания. Они не пытаются доминировать в общей звуковой картине, но очень умело и очень точно подчеркивают ее выразительность, и такой баланс между детальностью и комфортностью звучания делает их идеальными для продолжительных сессий прослушивания. Ну и звуковая сцена в этих наушниках буквально впечатляет своей широтой и глубиной, создавая реалистичное и захватывающее ощущение пространства. Эти наушники прекрасно передают как горизонтальную, так и вертикальную составляющую сцены, обеспечивая точное позиционирование каждого инструмента и звука. И именно благодаря этому слушатель буквально погружается в звуковую картину, будто находясь в концертном зале или студии. И не забывайте, что эти наушники имеют полуоткрытую конструкцию, и как раз за счет этого мы и получили вот эти положительные плоды в плане более лучшего расширения стереопанорамы и более четкой локализации инструментов. Ширина сцены же позволяет четко разделять звуки даже в сложных композициях с множеством слоев, а инструменты не склеиваются друг с другом и занимают четко выделенные свои места, создавая ощущение порядка и структуры. Глубина сцены же добавляет трекам объема, делая звуки на переднем плане более ощутимыми, а фоновые эффекты, естественно, отдаленными. В общем, буквально каждый звук в этих наушниках имеет четко очерченное место в миксе, будь то вокал, барабаны или струнные. И именно это делает, на мой взгляд, эти наушники отличным выбором для тех, кто ценит реалистичность и трехмерность звучания, особенно в жанрах, где важны детали звуковой сцены, такие как джаз, классика или акустика. А вывод у меня получился таков: Tanzu Yuhuan G — это крайне приятные динамические наушники с уникальным внешним видом, хорошим комплектом и, самое главное, отличным и сбалансированным чистым звучанием. Здесь вам и мощный раскатистый текстурный бас, и прозрачная весомая серединка, и достаточно продолжительные и детальные высокие частоты с хорошей прозрачностью и количеством воздуха. Ссылка на покупку этих наушников находится, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, всем удачи и пока!